Привет, ребятки! Я уже давно прошу вас кидать в комментарии названия игр, на спидраны которых вам было бы интересно посмотреть. И среди всего множества самых разных наименований уж больно часто всплывала она — Mirror's Edge. Честно, я хотел сделать этот разбор давно, но вы знаете, как бывает. Переезд, покупка нового компа, игры всякие повыходили, да и Новый год. Короче, некогда было. Но сейчас, отойдя от праздника, мы с вами погрузимся в один из самых интересных спидранов в плане сложности исполнения. Дело в том, что сама по себе Зеркало Край очень подходит под соревнования в скоростных прохождениях, и раннеры уже на протяжении 11 лет ставят новые рекорды. Причем игра создает довольно обманчивое впечатление. Когда смотришь забег, может показаться, что в целом ничего сложного нет и повторить может каждый. А серьезно говоря, это очень сложно, и чтобы вы понимали насколько, посмотрите на таблицу рекордов. На первом месте Voitim со временем 27 минут 58 секунд, что всего на 22 секунды опережает раннера под ником Philotrax. Он же прошел игру на каких-то 8 секунд быстрее от третьего места. Короче говоря, конкуренция суровая, а отягощает ее сложность применения всевозможных гличей и скипов. Но давайте обо всем по порядку. На связи Нарица, внимание на экран. Напоминаю всем любителям ролевых игр, что Lost Ark уже находится в открытом доступе, а в декабре вышло большое обновление, которое добавило много экипировки, 8 хранителей, 5 новых островов для исследования и питомцев, что всегда будут сопровождать персонажа. Поэтому заглядывайте в описание, кликайте по первой ссылке и погружайтесь в этот огромный и прекрасный мир. Если же вы до этого о ней не слышали, я все исправлю. Lost Ark — это новенькая приключенческая ролевая игра, в которой предстоит путешествовать по громаднейшему фэнтезийному миру, наполненному различными крутыми активностями. Тут есть как мирные занятия типа исследования морских просторов и создания мощнейшей экипировки, так и обширные военные действия, развитию которых способствует богатая боевая система. Множество приемов доступно каждому из 12 классов, что можно и нужно использовать в битвах как в открытом мире, так и по ходу прохождения подземелий, где игроки встретят сотни врагов и ужасающих боссов, что будут тяжелым испытанием как для одиночки, так и для группы. Причем в игре еще есть арена, на которой можно биться с другими игроками, устраивая зрелищные дуэли 1 на 1 или массовые побоища группой. Короче, рекомендую ознакомиться. Игра полностью переведена на русский язык и абсолютно бесплатно. Переходи по ссылке в описании и погружайся в совершенно новое приключение по миру Lost Ark. Прежде чем начнем разбор, объясню пару моментов. Во-первых, спидраны Mirror's Edge всегда исполняются на минимальном уровне сложности. Это нормально для всех игр, за исключением тех случаев, когда является обязательным условием в конкретной категории. Тут же это нужно для избегания урона от врагов, что активно используют огнестрел, из-за чего могут помешать пробегу, даже если драться с ними не придется. Во-вторых, про механики. Основа всего спидрана — это бег, но не обычный, а с использованием различных неочевидных тонкостей, без понимания которых можно словить головокружение от происходящего на экране. Короче говоря, забег очень динамичный, поэтому будем разбирать его по частям. И начнем с передвижения. Главная цель любого спидранера Mirror's Edge — набирать скорость, потому как многие моменты на ней завязаны. Чем больше скорость, тем выше прыгает Фейт и даже быстрее вскарабкивается на стены. Поэтому первичным действием в любой ситуации является разгон. Максимальная скорость Фейт при обычном беге составляет 26 км в час, и чтобы ее набрать, нужно потратить примерно 5 секунд. Однако, если прыгнуть в бок, сработает стрейф, который сразу разгоняет героиню до максимума. Раннеру необходимо лишь повернуть камеру в нужную сторону и помчаться вперед. Данный трюк используется на протяжении всего забега, как в начале, так и в конце, поэтому его можно смело назвать основным. Но спидранерам этого мало, поэтому они нашли еще один способ, который позволяет сильнее ускорить Фейт. По какой-то причине, скорее всего из-за особенностей движка, когда героиня пробегает рядом со стенами, столбами, а также другими высокими и твердыми объектами, может одним взглядом на них ускорить себя вплоть до 40 км в час и даже больше. Ну, тупо пожилой Усейн Болт. Для этого игроку нужно прыгать вдоль стены и с определенной периодичностью поглядывать на препятствия. При помощи данного трюка можно не только быстро бегать, но и пролетать огромные расстояния, которые с обычной скоростью вряд ли удастся преодолеть.
Правда, иногда раннеру нужно пробегать довольно большие дистанции, где нет ни единого объекта, от которого можно было бы дополнительно разогнаться. Поэтому на помощь приходит распрыжка, разгоняющая героиню примерно до 30 км в час. Вот только и она требует соблюдения таймингов. Просто так долбить по клавише прыжка без толку. Поэтому данный прием тоже надо закреплять. Кстати, в идеале прыжки нужны и для открывания дверей. Это может показаться странным, ведь после такого героиня точно должна была замедлиться, но нет, скорость снижается незначительно. Хотя в некоторых моментах, там где не хватает места для разгона, двери придется открывать с кулака. Несколько раз за игру Фейт вынуждена падать с достаточно большого расстояния. Иногда она просто приземляется на ноги и получает урон, либо же падает на специально оставленные разработчиками маты. Как вы понимаете, все это отнимает невероятно много ценного времени, ведь при таком приземлении начинает проигрываться долгая анимация. Вот только все это можно пропустить. Анимация падения на маты скипается при помощи незамысловатого действия, нужно просто развернуть героиню в прыжке, а когда она приземлится, зажать кнопку движения, из-за чего проскользит дальше, не теряя времени. Забавно, кстати, что этот трюк вообще ни разу не используется в категории Any Percent, зато в Glitchless ему нашлось место. Также можно использовать удар для прерывания анимации падения. Да, просто удар незадолго от касания с землей. От урона это не спасает, зато позволяет сэкономить время в некоторых местах. Ультимативным же способом можно назвать только перекат. Дело в том, что по механике игры перекат работает так, что при приземлении он сбрасывает высоту падения, и Фейт не получает урона. Для этого нужно приземлиться на край какой-нибудь плоской поверхности и сразу же сделать перекат таким образом, чтобы героиня переворачивалась в воздухе, из-за чего отсчет высоты падения начнется только когда закончится анимация переката. Это помогает срезать прям огромные расстояния, просто падая вниз, как в предпоследней главе, например. Помимо всего перечисленного, есть и возможность прыгать выше, чем положено обычными способами. Когда игрок цепляется руками за уступ, он может повернуть камеру в сторону, сделать прыжок, а затем нажать клавиши движения вперед и приседания. Из-за этого Фейт зацепится ногами за выступ и подпрыгнет выше. В плане исполнения данный трюк не самый легкий, но благодаря ему можно пропускать анимации подъема по лестницам, опираться даже на самые мелкие уступы, не прекращая движения, и, конечно же, забираться по стоящим параллельно друг другу стенам. В последнем случае, после того, как игрок закончит отталкиваться от одной стены, ему потребуется развернуть камеру в сторону, из-за чего игра позволит совершить еще один прыжок и продолжить движение уже по другой стене. Таким образом, можно забираться бесконечно вверх, в том числе и туда, куда не предусматривали разработчики. Самое время поговорить о гличах и скипах. Сразу отвечу на назревающий вопрос. Выход в Out of Bounds не требует каких-то специфических условий. Тут, так же как и в спидране Fallen Order, выйти за пределы карты можно в тех местах, где разработчики не предусмотрели присутствие игрока. Например, в первой главе, после того как раннер сбежит от вооруженных преследователей в офисе, вместо того, чтобы нестись дальше, он ударится вот в эту стенку и сделает прыжок назад. Так как в этом моменте игры присутствует чекпоинт, происходит не только сохранение прогресса, но и загрузка новой локации, из-за чего сзади, куда раннер вернулся, открылся выход за пределы карты, где можно проскользить по невидимому стеклу на крышу соседнего здания. Но здесь стоит быть осторожнее. Если сразу начать движение влево, то Фейт скорее всего провалится в пустоту. Тем не менее, чтобы вы понимали разницу с категорией без гличей, там где приходится бежать на выход обычным путем, Voitim при помощи Out of Bounds смог пройти данный отрезок примерно на 15 секунд быстрее. Это уж не говоря про какую-нибудь фабрику, где можно в самом начале перепрыгнуть через перила и немного пробежавшись насквозь сразу попасть внутрь. Другой пример. Иногда Out of Bounds можно использовать для более изощренной поломки игры. Во второй главе, когда Фейт бежит по каналам, можно выпрыгнуть за пределы карты и, пробежавшись немного вперед, наткнуться на пустое пространство. Если выпрыгнуть туда, долететь до чекпоинта, выйти в меню и загрузиться, игрок сразу же окажется в канализации. Если бы он проходил данный отрезок без гличей, пришлось бы потратить на целую минуту больше. Во всем пробеге достаточно много таких моментов, чего стоит только скип, позволяющий пропустить проникновение в офис Роуберна. Раннеру нужно лишь забраться на стенку, где есть выход в Out of Bounds, а затем пролететь вперед до чекпоинта, что также экономит примерно минуту по сравнению с Glitchless категорией. А угадайте, сколько раннер бегал по кораблю в 7 главе? Да нисколько. Точно так же скипнул его, пробежавшись по улице, пока не нашел нужный чекпоинт. И вот тут вы могли заметить странные прыжки от стены, совмещающиеся с ударом ногой, из-за которых Фейт буквально может летать.
Это уже активируемый игроком баг, который, к сожалению, не имеет благозвучного названия, просто кик-глич. Суть его довольно проста. Нужен для преодоления огромных расстояний в воздухе, а вот в плане исполнения все звездец как сложно. Во время того, когда Фейт бежит по стене, у игрока есть возможность нанести удар ногой. Во время этого удара, по физике, героиня должна была начать падать вниз, но по логике разработчиков это не очень зрелищно, поэтому они прописали несколько кадров твердой поверхности под ней. Если удастся попасть в этот узкий тайминг, игроку можно будет сделать прыжок, благодаря которому набранной скорости хватит для того, чтобы продолжить лететь вперед, например, до следующей стены, где можно повторить глич. Как вы понимаете, главной сложностью является именно попадание в тайминг, и даже у Во и Тима, который занимает первое место, далеко не все получается сделать с первого раза. Тем не менее, данный глич, помимо того, что считается сложным в исполнении, является основой для всех спидранов в категории Any Percent, и каждому раннеру нужно его выучить вместе с местами, где он применяется. А этих мест, поверьте мне на слово, немало. Буквально в каждой главе так или иначе он используется, иногда даже в связке с другими механиками. Например, там, где игрок скипает офис Роуберна, можно заметить, как он сначала разгоняется кик-гличем, а потом увеличивает скорость еще больше взглядом в стену, из-за чего и вылетает на огромной скорости вперед, прямо как в спидранах Скайрима. Таким же образом, в некоторых местах раннер попадает в Out of Bounds, а во второй главе, во время погони за Джек-Найфом, просто летит к зданию с заветным лифтом, в то время как в гличлесс категории приходится терпеть условности игры, и то, что она просто телепортирует Джек-Найфа впереди, несмотря на то, что игрок его уже догнал. Существует еще один баг, который используют на протяжении всего спидрана: пропуск анимации нажатия кнопок и кручения вентилей. По механике игры тайминги нажатия кнопки очень жесткие, поэтому спидранеры придумали, как ее обмануть. Для этого они выставляют кнопки использования предметов на колесико мыши и крутят его в подкате. Дело в том, что таким образом игра считывает множественные нажатия, а из-за лежачего положения героини отказывается запускать долгую анимацию, так будто бы она уже прошла. В контексте всего спидрана это экономит пару секунд, но, как я уже говорил, борьба за них идет нешуточная, поэтому такой трюк тоже очень полезен, особенно с учетом того, что некоторые кнопки и вентили можно использовать даже через стены. И под конец давайте пройдемся по конкретным примерам различных зрелищных скипов, о которых я еще не успел рассказать. В 4 главе есть довольно примечательный момент. В самом начале раннер разгоняет Фейт до невероятной скорости, благодаря чему перепрыгивает через забор с колючкой и падает в пропасть. Тут важно в определенный момент нажать паузу, чтобы игра поняла, где находится персонаж. Да, Фейт убьется, но теперь у раннера есть чекпоинт в непрогруженной локации, которая ведет прямиком в метро, куда и нужно было попасть. Очень нетривиальный способ избегать очередей, не находите? Что уж говорить про то, как раннер слезает с вагона. В реальной жизни такое лучше не повторять, иначе точно можно премию Дарвина получить. В 5 главе, после того, как игрок спустится на улицу, нужно будет добежать до лифта, где используется еще один интересный способ выхода в Out of Bounds. Когда он оказывается внутри, нужно набрать хоть какую-нибудь скорость, прыгнуть и, развернувшись в полете, схватиться за выступ лифта, тем самым залезть на него. Насколько я понимаю, это получается потому, что игра на несколько кадров пропихивает камеру как бы за границы лифта, а затем воспринимает его внешнюю оболочку как обычную поверхность. Правда, как вы можете заметить, когда лифт доезжает до крыши, локация все еще не загружена. Из-за этого раннеру приходится ждать. Зато таким образом можно заранее занять нужную позицию и побежать дальше. 8 глава вообще одна из самых поломанных, потому что тут нужно как минимум 2 раза выходить за пределы карты, чтобы добежать до снайперской винтовки. И когда в гличлесс категории нужно ждать, пока автозак с сестрой Фейт покажется из-за дома, в забеге с багами раннер может сразу выстрелить вот в эту точку на доме, и скрипт мгновенно засчитает попадание по машине. Последняя же часть игры не выделяется на фоне 8. Несколько выходов в Out of Bounds и концовочка. Мировой рекорд 27 минут 58 секунд. По итогу некоторые могут спросить, а чего это я так часто прибегал к сравнению двух совершенно разных категорий? Ну, во-первых, потому что на примере данных сравнений можно показать, насколько эффективны некоторые трюки. А во-вторых, потому что далеко не все люди, которые смотрят мои ролики, понимают, как работают спидраны и почему они выглядят так неестественно. Поэтому под конец хочется кое-что разъяснить дополнительно. В зависимости от содержания игры, сообщество спидранеров придумывают различные категории. Это могут быть как развлекательные, типа приготовления блюд на скорость в Скайриме, или серьезные, которых всегда минимум 2. Any Percent, то есть та, где нужно проходить игру любыми способами, естественно с использованием только внутриигровых механик, без читов и внешних программ, и Glitchless категория, условием которой является максимальное быстрое прохождение без использования трюков типа выхода в Out of Bounds или иных гличей.
из-за которых игра выглядит неестественно. Чтобы вы понимали, это очень тонкая грань, поэтому все условия прорабатываются внутри сообщества, и именно оно решает, что использовать можно, а что нет. Например, в Mirror's Edge пропуск анимации с вентилями или кнопками считается багом, так же как и полет при помощи удара ногой. Поэтому для глитчлess категории приходится придумывать дополнительные методы разгона, либо смиряться с тем, что есть, из-за чего пробег в некоторых местах мало чем отличается от казуального прохождения. Еще бывают категории типа 100%, где нужно пробежать игру, выполнив все побочные задания и собрав все коллекционные предметы. Как вы можете понять, она самая медленная. GTA 5 в данной категории проходится за 9 часов 49 минут, а San Andreas вообще за 12,5. Про третьего Ведьмака даже говорить не стоит. По примерным подсчетам это займет около 20 часов. Но и это не все, ведь еще есть категории на убийство всех боссов без пропусков, прохождение различных испытаний на время, пробеги без прокачки, а в Dark Souls вообще есть категория, где нужно собрать все кольца. Угадайте, как она называется. Поэтому не стоит воспринимать спидраны как этакое маргинальное занятие, в котором люди зачем-то ломают игры, а не проходят их так, как задумывали разработчики. По большей части это хобби, которым занимаются из-за любви к играм, либо из-за желания посоревноваться. Моя же цель в этом куда проще. Показать вам красочные моменты и рассказать, до чего может додуматься человек, который поставил себе четкую задачу. Надеюсь, объяснил понятно. Спасибо за просмотр. Всех благ. Пока.